продолжаю говорить о японской философии, это 5-я часть. Объединение Японии привело к длительному и стабильному состоянию мира, которое также положило начало периоду Эдо. Период Эдо, исторический период Японии, время правления клана Токугава, начался с назначения Токугава Ияса сёгуном в 1603 году, завершился в 1868 году. Были проведены радикальные политические реформы, направленные на высокоцентрализованное управление страной во всех сферах общественной жизни. Спустя несколько десятилетий после начала этих мер было также принято решение о закрытии Японии. Это должно было почти полностью оградить Японию от всех внешних воздействий в течение почти 200 лет. Это именуется самоизоляцией Японии или сакоку. Во второй половине XVI века с введением христианства в Японии римско-католической миссии западная философия также была впервые представлена Японии, по крайней мере частично, посредством перевода произведений, таких как «О душе» Аристотеля, «Исповедь Аврелия Августина», что в дальнейшем привело к интеллектуальному взаимодействию с буддийскими учеными. После запрета христианства и закрытия Японии, японские мыслители могли заниматься западным учением, а также философией только через рангаку. Рангаку – это свод европейских научных знаний, проникавших в Японию в период действия политики Сококу, преимущественно через голландскую торговую факторию на насыпном островке Дэдзима в гавани Нагасаки. До 1720 года распространение западных знаний в японском обществе считалось довольно опасным. Со времен Бакумацу немецкая философия не только нашла серьезный отклик у японских ученых. Нише Амане, философ периода Мэйдзи, внес весомый вклад в этом отношении, и не только. Он перевел тексты немецкого философа Иммануила Канта. Думаю, сейчас я немного о нем поговорю. Японский философ, интеллектуал Нише Амане 2 года учился в Лейденском университете в Нидерландах. Нише Амане увлекался западной философией и понял, что это интеллектуальное стремление лежало в основе западной цивилизации, поэтому по возвращении в Японию он стремился распространить западную философию, с которой соприкоснулся, чтобы помочь преодолеть интеллектуальный разрыв между Востоком и Западом. Нише привез в Японию такие философские направления, теории, как позитивизм, утилитаризм и эмпиризм. Благодаря Нише Амане позитивизм смог процветать в Японии в период Мэйдзи. Это дало японскому народу шанс на стабилизацию и понимание в обществе и культуре, которые претерпевали быстрые революционные изменения. Для Ниши позитивизм был западным аналогом восточных практических исследований с акцентом на иерархию знаний, аналогичную конфуцианству. Переводы по изучению утилитаризма Ниши также были хорошо восприняты, потому что утилитаризм продвигал социальное над индивидуальным. Утилитаризм также способствовал модернизации Японии, потому что Нише и другие применили его для обоснования, для улучшения экономики, промышленной сферы, коммерческой сферы и так далее. Что касается эмпиризма, Нише считал, что практические исследования вместо абстрактных рассуждений должны быть превалирующими, чтобы каждый человек мог достичь понимания истины. В 1868 году Нише перевел и опубликовал международное право. Он также опубликовал энциклопедию. Нише разделил философию на множество подтем, назвал логику наиболее важной. Он отверг дедукцию. В 1873 году Нише помог основать первое в Японии научное просветительское общество, исключительно для академиков, а не для политиков, известное как Мейракуша. Цели этого общества состояли в том, чтобы обучать и просвещать людей, потому что они верили, что Япония нуждается в просвещенном населении, чтобы понимать и выполнять свои политические и моральные обязанности по модернизации. Нише чувствовал, что если новое государство станет просвещенным, каким оно должно быть, то больше не будет никакого конфликта. Нише был уникален тем, что он придерживался взгляда на японскую модернизацию, в котором он примирял традиционное конфуцианство с западной философией и прагматизмом вместе, чтобы определить правильный путь для Японии.
В своей книге, опубликованной в 1874 году, он зашел так далеко, что полностью отверг конфуцианскую этику как более неподходящую для Японии, но был осторожен, чтобы не отвергать японское наследие. Эта публикация была оригинальным исследованием ниши, посвященным двум основным темам – разделению политики и морали и различию между человеческими и физическими принципами. Что касается первой темы, Ниши чувствовал, что поздние сторонники конфуцианства, которые предполагали, что самосовершенствование – это все, что необходимо для управления обществом, были неправы. Ницше попытался разорвать философскую связь между моралью и политикой, потому что он думал, что хотя они преследуют одну и ту же цель – улучшить жизнь людей, они используют разные методы для достижения этой цели. Для Ницше мораль – это вездесущая вещь, существующая в каждой человеческой деятельности, но закон строго ограничен определенными аспектами человеческих отношений. Хотя мораль должна опираться на закон в политике, чтобы поддерживать порядок, именно мораль, а не закон, в конечном итоге проникнет в сознание людей и сформирует их ценности. Ницше завершает эту первую тему идеей о том, что когда речь заходит о цивилизации, политика – это механизм, а мораль – это смазка, которая отвечает за поддержание механизма в рабочем состоянии. Во второй теме Ницше впервые на Востоке определил взаимосвязь и различия между человеческими принципами и физическими принципами. Он понимал, что физические принципы и законы являются априорными предпосылками существования общества, тогда как человеческие принципы и законы являются постериорными устройствами, производными от этих физических принципов и законов. Поскольку человеческие принципы апостериорны, они обладают бесконечными возможностями развлечения, большей гибкостью при чувствиях. Ницше считал мораль и закон человеческими принципами. Однако это не означает, что он считал мораль рукотворной. Скорее, есть чувства, которые существуют у всех людей. И человеческая воля зависит от того, чтобы действовать в соответствии с теми моральными чувствами, которые постоянны в человеческой природе. Проницательность Ницше привела к тому, что на Востоке впервые было высказано мнение о том, что человеческое общество на самом деле не является продуктом неизменной структуры Вселенной. Таким образом, Ницше открыл людям простор для того, чтобы отвлечь внимание от неизбежности социальной иерархии. Вместо конфуцианского раболепия и бережливости он призывал всех японцев стремиться к достижению цели по здоровью, знаниям и богатству. Или тому, что он назвал тремя сокровищами – здоровье, знание и богатство, чтобы общество поддерживало баланс этих трех сокровищ. Ницше считал, что люди не должны неуважительно относиться к сокровищам других, что люди должны помогать другим в приобретении их сокровищ. Таким образом, если бы три сокровища были почитаемы и сохранены, все общество было бы независимым и свободным. Более того, Ницше считал, что японское правительство также должно нести ответственность за поощрение, стремление к этим трем сокровищам в обществе. В Японии использовались тексты неконфуцианства, привезенные в Японию в XV и XVI веках. Но особенно внимательно были изучены такие философы, как Чжуси и Ван Янмин. Были разработаны исследования, которые подготовили почву для развития зарождающегося в период Мэйдзи японского национализма, который в конечном итоге завершился обожествлением национального устройства Японии. Все это сыграло важную роль в дальнейшем философском развитии Японии до конца Второй мировой войны. В категории эстетики были продемонстрированы новые идеи, например, это выражалось через термин «кокоро», что всем существам присуща склонность к чувствительности, которую можно раскрыть во всем реальном мире с помощью серьезной поэзии или религиозной деятельности.